Привет! Как дела? Сегодня, как вы видите, я опять вам записываю видео с мокрыми волосами. Или, как сказала бы моя бабушка, с мокрой головой. Это не значит, что я такая неаккуратная или всегда хожу с мокрыми волосами. Или это моя прическа. Нет, нет, нет. Просто не знаю почему. Всегда перед тем, как я записываю видео, я хочу сходить в душ. Наверное, это мое желание прихорошиться перед встречей с вами. Я говорю прихорашиваться, это когда человек приводит себя в порядок, чтобы он выглядел лучше, чем он выглядел до всех этих дополнительных процедур. Я думаю, что сейчас ходить в душ перед встречей с вами, перед тем, как записать видео, это уже какая-то моя традиция. Но сегодня мы не будем говорить о моих традициях. Сегодня мы с вами поговорим о русских традициях, или я бы сказала, наверное, советских традициях, может быть и славянских. Честно, здесь не могу сказать точно. И это видео будет дополнением к предыдущему видео, в котором я рассказывала о неочевидных привычках русских людей за столом. Если вы еще не видели это видео, я вам рекомендую его посмотреть. Итак, о чем же мы сегодня с вами будем говорить? Я думаю, говоря в предыдущем видео о привычках русских за столом, не затронула одну достаточно интересную тему о том, что русские люди едят. На самом деле все достаточно просто. Конечно, утром они завтракают, днем они обедают и вечером они ужинают. Это трехразовое питание, которое обычно практикуется людьми, которые работают. Но если у них есть дети или они могут себе это позволить и приготовить, тогда у них может быть прием пищи 4 раза в день. То есть завтрак, обед, ужин и еще полдник. Но сейчас, наверное, все же речь не о полднике, а скорее об обеде. Почему? Потому что у нас прием пищи в обед – это достаточно много еды. У нас есть 3 блюда. Да-да, мы так и говорим. Первое, второе и третье. Первое – это какая-то закуска. Например, суп или салат. Второе – это основное блюдо. Мясо или рыба с гарниром. На гарнир тоже может быть салат. И третье – это десерт. Конечно, не все люди едят так. Не все едят салат, суп, второе, то есть основное блюдо, и потом десерт. Нет, нет, нет. Но традиционно это так. Например, я могу сказать, что в моей семье, да-да, всегда у нас в обед есть суп, салат и второе. Десерт не всегда есть, но потом, после обеда, мы обычно пьем чай и, может быть, что-нибудь кушаем, конфетки, печеньки, ну или просто пьем чай.
зависит от настроения и от того, что есть дома. Но я говорю, у меня в семье, это в семье у моей бабушки, у моего дедушки, у моей мамы и сестры. Я сама не готовлю столько. Мне хватает просто второго. Мяса, рыбы и гарнира. Все, хватит. Мне хватит. Но я думаю, что такое питание – это более правильное питание. Я имею в виду, как едят мои бабушка с дедушкой, мама и сестра. А как вы едите? У вас тоже такое питание с разделением на первое, второе и третье или нет? Я заметила, что, по крайней мере, в Латинской Америке питание достаточно сбалансированное, потому что у вас на одном блюде есть очень большое разнообразие продуктов. У нас в России нет такого разнообразия на одном блюде, но зато есть первое, второе и третье, которые тоже дают некоторое разнообразие. И сейчас я бы хотела остановиться на супах. Да, в России мы очень часто и много едим супы. И здесь очень внимательно. Здесь надо заметить, что супы в России и супы в Испании, например, это совсем разные блюда. Я думаю, что именно поэтому испанцы так не любят супы. Потому что для испанцев суп – это какой-то бульон, и все. И для нас это странно. Да, конечно, у нас тоже есть бульон, и туда мы можем добавить макароны, но обычно суп у нас включает достаточно много ингредиентов и скорее напоминает что-то типа испанского пучеро, потахе и таких вещей. Возможно, в нашем супе немного больше жидкости, но все равно он достаточно густой. Какие же супы обычно мы едим? Ну, разумеется, все знают борщ. Здесь, конечно, со мной могут поспорить и сказать: нет, борщ – это украинское блюдо, это украинский суп. Я не буду спорить, потому что я думаю, что борщ – это и русское блюдо, и украинское блюдо, и белорусское, и даже польское. Везде в этих странах вы сможете попробовать борщ. Но вы удивитесь, попробовав борщ в этих странах, потому что все равно рецепты немножечко различаются. Например, в нашем борще, который мы готовим в России, больше жидкости. В борще, который готовят в Украине, меньше жидкости. То есть он такой более плотный. Там намного больше свеклы. То есть рецепты все-таки они немножечко разные. И хорошо, давайте так. Главный ингредиент борща – это свекла. Туда добавляют, разумеется, картошку, другие ингредиенты. Все делается, и это важно, на мясном бульоне. Другой суп, и я бы сказала, что этот суп, он более традиционен, это щи. Разумеется, есть и другие ингредиенты, но основа щей – это капуста. Следующий суп – это окрошка.
Окрошку, честно говоря, я никогда не пробовала, потому что моему дедушке окрошка не нравится, и значит, в моей семье окрошку никогда не готовили. Окрошка – это как салат оливье, но туда добавляют или кефир, или квас. Вот и весь суп. Это холодный суп. У нас есть еще другие холодные супы, но сегодня об этом я не буду говорить. И последний суп, который я хочу упомянуть, это уха. Интересное название, да? Кажется, что я говорю ухо, но ухо – это ореха, да, и уха – это рыбный суп, достаточно вкусный. И здесь я хочу упомянуть тоже очень интересный факт. Почему? Потому что у нас в советский период установили один день, когда люди просто все время на обед ели рыбу. Даже есть специальное название – рыбный четверг. То есть в понедельник люди едят первое, второе, третье, и на второе дают мясное блюдо. Во вторник тоже, и в среду, и в пятницу, но в четверг обязательно давали рыбные блюда. Например, уху. И на второе могли дать рыбу или рыбные котлеты. Вы пробовали когда-нибудь рыбные котлеты? Мне не очень нравится. Но уха, да. Теперь, наверное, вы задаетесь вопросом, а почему так? Почему решили, что в четверг люди будут есть рыбу? Это интересный вопрос. Я думаю, и вообще, в принципе, изучая информацию, я видела это. Это связано с тем, что в Советском Союзе решили развивать рыбный промысел. Но люди не очень любили есть рыбу, не привыкли. И чтобы люди привыкли, начали подавать в столовых рыбные блюда в четверг. Просто чтобы люди привыкли, чтобы появилась такая традиция. Кроме того, нужно было разнообразить, да, питание советского человека. Я могу сказать, что в советское время очень следили за здоровьем. Не как сейчас, потому что это модно, нет. Просто следили за здоровьем, чтобы человек был сильным, спортивным. И для этого все было достаточно натуральным и разнообразным. Разумеется, в меру возможностей. И поэтому такой фактор введения рыбных блюд тоже присутствовал, чтобы питание стало разнообразным. Наверное, на этом все. Да, это очень коротенькое видео, и в этом видео я говорю достаточно быстро. Но надеюсь, что все равно вам было интересно и полезно. Встретимся в следующем видео. И если у вас есть какие-то темы, на которые вы хотите, чтобы я с вами поговорила, пишите мне. Пока-пока!